Для многих порты игр – анахронизм из нулевых. Наверняка вы пробовали проекты, перенесенные с консолей на ПК, и это было не слишком круто. Сейчас же чаще используют термин «мультиплатформа». Игра выходит сразу везде, выходит и выходит. Но представьте себе, одну из главных, исконно ПК-игр, а именно Готику, только что портировали на Nintendo Switch, и консольные игроки наконец смогут приобщиться к величию. Что происходит? Зачем и кому это нужно? Как вообще портируют игры? И всегда ли порт — это дословный перенос или иногда он расширяет саму игру? Сегодня с этим разберемся. Я поговорил с ребятами из петербургской студии Elverils, которая занимается портами игр. Например, игр Larian на Mac и iPad. Сейчас как раз зарелизили Baldur's Gate 3. Или вы можете знать их по порту Original Sin 2 на iPad. А вообще изначально они были первым открытым петербургским офисом Ларианов, а еще делают порты игр Piranha Bytes, например, Risen на Switch и Mac, Alex 2 на Mac. И именно они выпустили обновленную версию первой Готики на Switch, которую мы и обсудим. Кстати, THQ уже анонсировали вторую часть для Switch'а, и ее тоже делают ребята из Elverils. Если вам такой формат понравится, обязательно поддержите его лайком, чтобы я продолжал. Заранее спасибо. Один из самых частых вопросов, который мне почему-то задают подписчики при встрече: как попасть в геймдев и какое направление выбрать. И вот как обстоят дела. Художников, продюсеров, музыкантов, даже сценаристов найти несложно, а вот геймдизайнеров мало. Индустрия буквально кричит об этом во всяких интервью и подкастах. На большой проект таких специалистов может с десяток понадобиться. Например, дизайнер боевой системы, дизайнер мини-игр, дизайнер уровней, системный дизайнер, благодаря которому в игровом мире работают правила. Есть из чего выбирать. И я бы порекомендовал обучиться профессии в Contented на курсе геймдизайнер, потому что это одна из крупнейших школ, которая обучает дизайну во всех его проявлениях. В программе более 40 практических заданий, чтобы вы сразу применяли свои знания и наполняли портфолио. Итог курса — проект вашей собственной игры. Обучение продлится 12 месяцев, а по окончанию вы будете уверенно работать с Unity, Unreal и GameMaker. Освоите инструменты визуального программирования Unity Bolt, блюпринты и Perforce, которые необходимы для сборки ваших прототипов. Будете анализировать механики своих любимых игр и откроете их с новой стороны. Также в программе будет 3 геймджема, чтобы вы натренировались работать в команде. Занятия занимают от 4 до 8 часов в неделю. Если что-то не успеваете, сроки домашек можно двигать и даже заморозить курс, чтобы вернуться к нему потом. Курирует курс Кирилл Заловкин, геймдизайнер с 20-летним опытом. Работал в Wargaming и MyGames. Кстати, недавно у него вышла игра Gripper, которую отметил Шухей Юшида, глава инди-направления Sony. Ваш возраст и опыт не важны, всему научат с нуля, а карьерный центр поможет трудоустроиться или найти клиентов на фрилансе. Новички в профессии зарабатывают от 80 тысяч рублей, а мидлы от 190 тысяч. Студенты Contented начинают работать с 6-го месяца обучения, и, кстати, вам в школе выдадут сертификат на основании гослицензии 411/64. А еще после регистрации на курс вам подарят обучающий модуль по нейросетям и дадут доступ в закрытый Telegram-бот с 40 их разновидностями. Разберетесь в Midjourney, Pixel App и всевозможными чат-GPT, которые помогут вам в работе над проектами. Так что если обожаете игры и готовы влиться в индустрию, голодную до геймдизайнеров, то регистрируйтесь по ссылке в описании или QR-коду, а по моему промокоду Lucai будет скидка 45%. Какие вещи, измененные невооруженным взглядом, заметные? Невооруженным глазом UI, да, конечно же. Появился раздел карты. Потом мы попытались кое-какие механики из Готики возродить. В частности, по-моему, бросание предметов. Музыка, да. Музыка, позиционный звук. Готика была очень известна своим именно позиционным звуком. То есть, музыка это ладно, а вот тогда был EAX, да. Сейчас тоже опять, мы когда делали Готику, мы все очень удивились тем, что насколько сейчас позиционный звук вообще сдох, как класс. Мы сделали кое-какую реверберацию, она по умолчанию выключена, потому что она не всем понравилась. Но, возможно, мы ее допилим еще. Реверберация тоже есть в игре. То есть у игры есть физическая модель звука. Она пытается следовать той звуковой библиотеке, которая была у нее раньше. Да, звук тоже переписан полностью, потому что библиотеки звуковой уже давно нет. Шрифт, да, вот еще шрифт поменялся. Мы его делали для того, чтобы он хорошо читался на экране и когда Switch находится в руках, когда Switch находится в телевизоре. Мы встретимся в старом лагере. Готике уже 20 лет.
В игре много архаичных решений. Я попробовал игру, и она управляется так, словно бы консоль вышла будто бы 20 лет назад. Такое решение понравится старым игрокам, но кажется, что молодые ребята не поймут. Так для какой аудитории создавался порт игры? Цель состояла в том, чтобы вернуть готику людям, которые помнят ее, которым хотелось бы снова сыграть в эту глубокую РПГ, но в портативе. Это игра для тех, кто предпочитает подробную симуляцию. Мы никогда не собирались создавать современную версию ради того, чтобы зацепить людей, которые, например, играют на свитче в Зельду или в нечто подобное. Во многих отношениях это управление работает лучше, чем клавиатура и мышь на ПК. Конечно, мы не все сделали идеально, но будем стараться это исправить. Мы знаем, что у готики большое сообщество, поэтому наша цель — дать им то, чего они хотят. Пару лет назад в своем ролике про готику я сказал, что, мол, в ней такое специфическое управление, потому что изначально она затачивалась под геймпад. И честно, я тогда немного смухлевал. Действительно, такая инфа в интернете встречалась, но каких-то однозначных подтверждений этому факту не было. Говорю факту, хотя опирался на свои субъективные впечатления. Но вот что я узнал у UX-дизайнера Gothic Classic Константина. Я, понимаешь, несмотря на тот факт, что в ролике сказал про консольное управление, то есть там, в принципе, ощущение от боевки было, на клавиатуре же многое, по сути, делалось, и было чувство такое, будто бы вот геймпад тут прям напрашивается. Ну, я, скажем так, тогда факт этот вбросил, и я нашел в некоторых источниках, но у меня нет стопроцентной уверенности, что это так было. Ну, я нашел в коде следы того, что разрабатывалось. Были такие модули, были такие наработки. В принципе, часть оттуда я взял. Почти пальцем в небо тыкнул, но оказалось, есть эта инфа. Мне очень понравилось в их оригинальной задумке, что они все управление в игре сделали через действие плюс направление. И у меня была гипотеза, что да, у нас боевка на этом, интерактив, но скорее всего они задумывали, что будут там и диалоги на этом, и еще какие-то функции. То есть все функции должны были быть на этом. И когда мы уже открыли алфа-билды, посмотрели их, то эта гипотеза подтвердилась, потому что у них как раз там справа внизу они специально выводили Ctrl-Shift кнопки, показывали, демонстрировали стрелки и подписывали, какие действия на них должны быть сделаны. У них там все буквально подчинялось одной логике. Что вот эти за кнопки, почему они их выбрали, да? Это действительно консольное решение. Это мы возвращаемся там к первым геймпадам, где было две кнопки, прыжок там и атака, крестовина. Кстати, как было на игровых автоматах. То есть это совершенно как бы такая старая как мир идея. Но эта идея неубиваемая, потому что когда мы стали делать уже motion control, то обнаруживаешь, что эта концепция легко на него ложится, потому что motion control — это как раз 4 направления, которые ты в воздухе изображаешь, соответственно, можешь при этом нажимать две кнопки. У нас есть задумка о том, чтобы сделать чисто классическое управление в готике, такой как опцию, то вот именно на таком классическом управлении можно на одном motion контроле, то есть на одном джойконе, размахивая в воздухе, пройти всю игру, там, взаимодействие с инвентарем, там, в диалогах, все, короче, можно будет сделать. Нет, вам не послышалось, в порт реально завезли motion управление на джойконах. Теперь это практически дистиллированный Агуша опыт на Nintendo. У меня главный вопрос. Зачем тут в готике в первый motion? Кто это придумал? Кто это запичил? На самом деле я до сих пор продолжаю задаваться тем же самым вопросом, потому что вообще это была абсолютно экспериментальная инициатива, которую наш программист Александр реализовал просто в силу того, что он как бы мог. Было принято волевое решение показать это нашему шефу на стороне издателя, и ему это совершенно неожиданно понравилось, и он сказал: все, теперь типа делайте из этого фичу. И мы вообще нифига не с легким сердцем выдохнули, потому что и без того были некоторые сложности. Что я могу здесь делать моушеном? Собственно, все взаимодействие с моушеном ограничено только оружием. Ни много ни мало этого достаточно. По большому счету, я изначально к этой идее отнесся очень скептически, когда была поставлена задача довести ее до какого-то околоиграбельного состояния. Просто потому что, на своем опыте я не могу припомнить ни одну маломальски
хардкорную игру, где моушен управление выглядело как действительно какая-то уместная фича, а не как из разряда «давайте мы вам просто покажем, как у нас работает технология». Там геймпад, он как будто бы всегда напрашивался. И, в принципе, моушен, наверное, логичный в этой системе, где все так размахивается. Но единственное, что тут очень условные все равно движения. Интересно, что когда мы начали проверять это на практике, выяснилось, что в целом динамика игрового процесса Готики и боевки, в частности, она, как ни странно, в общем и целом вписывается в эту концепцию и даже местами работает. По крайней мере, если знать, как конкретно оно взаимодействует. Это такой же специфический моушен, как и обычное управление. Здесь сделано у вас тоже, ну, типа хардкорным довольно. В принципе, Я не могу попасть. в принципе, любой, даже самый хреново реализованный моушен можно просто оправдать тем, что это... Игра слишком хардкорная. Мы тем самым, да. Отдали дань. Сохраняем преемственность оригинальному игровому процессу и его недружелюбности. Вы как-то модернизировали боевку, изменили, может быть, темп, баланс? Мы работаем над боевкой и продолжим работать. Сейчас в данный момент работаем над фокусом, да, чтобы был нормальный автофокус и таргетинг нормальный, потому что игроки жалуются и, в принципе, надо дорабатывать. Мы сделали помесь классической боевки, да, и модерновой. То есть ты можешь как закликивать противника, так, зажимая действия, фехтовать. Мы сделали так, что ты можешь как пятиться, так и отпрыгивать назад. То есть мы этот момент разделили. Раньше он был как бы слит, то есть ты можешь только прыгать назад. Механика фехтования, она развитая. Причем в альфа-билде она была развита еще больше. У меня, например, есть мечта вернуть из альфа-билда кувырки в сторону. Вот сейчас, наверное, скажут, ну это уже вы сделаете Dark Souls из Готики, но на самом деле Готика была такой изначально. То есть бои были динамичными, и вот то, что сейчас есть такие вот стрейфы влево-вправо, да, шажки такие нелепые, тогда это были полноценные кувырки. Работа над управлением в Готике была очень любопытная и интересная. Она заняла довольно-таки хороший такой промежуток времени. Мы лазили по сайтам с фанами данной игры. Мы собирали их комментарии, мы это все анализировали. Мы делали пробную систему управления, отправляли немцам. Они ее смотрели, трогали ручками, говорили свое мнение. После этого они делали собрание олдов, которые любят Готику, и они выслушивали их мнение по поводу управления. И то есть мы работали со всеми этими отзывами и пытались их учесть. А они как олды, они хотели, чтобы управление было такое же, немножечко танковое, или что они хотели добиться? Они хотели сохранить самобытность игры. Ну, то есть, если ты что-то любишь, тебе не нравится, когда это извращается и совершенно превращается в нечто иное. Когда мы обсуждали, какое делать управление и как оно вообще должно выглядеть, у нас были споры о том, что как вписать вот это вот вперед и действие. Я говорила о том, что современный пользователь не должен так мучиться, и о том, что все должно быть через одну клавишу. Мы спорили, а потом подумали, что должно быть две системы управления. То есть сейчас ты играешь более современный вариант, такой немножко упрощенный, который позволяет фокусироваться на сюжете. Он упрощенный, да? Хорошо. Ты давненько не играл. Какой же тогда более хардкорный? В оригинальной Готике у нас есть 3 или 4 клавиши, которые нужно зажать, чтобы сделать одно действие. И я очень злилась. То есть ты на это повлияла? У нас команда, мы все высказываем свое мнение, вот, и все к нему прислушиваемся. Как до тебя доносили вот эту задачу? Сделай так, чтобы все равно старичкам понравилось, было вот злостно и хардкорно. Не упрощай. Доходил даже вплоть до таких абсурдных ситуаций, когда шеф со стороны издательства говорит, что вот нужно там сделать так. Так это значит как бы буквально как оно было там как бы 23 года назад. Я пишу ему там как бы в ответ тираду на 2,5 страницы, почему так делать не надо. Привожу там как бы 150 аргументов как бы почему. Но в конечном счете он такой типа нет. Ладно, окей. Значит, карусель оставляем, подъем ягодки с 3 кнопок оставляем. То есть, в принципе, был соблазн, типа, улучшить игру, ну, то есть сделать ее под современные какие-то стандарты. Людям, возможно, не столько нравится как бы Готика, сколько то, кем они были, когда они эту игру проходили, да, и то, с чем они сталкивались, когда ее проходили. Уповать на какие-то как бы советы, рекомендации, пожелания в как бы мажорных аспектах, да, без наличия которых Готика превращается там как бы в буквально там другую игру. Это, пожалуйста, это я как бы завсегда, но цепляться за сохранение каждой, что ни на есть как бы минорной фичи, даже если она, откровенно говоря, и тогда работала как бы не очень, а уж как бы спустя 20 с лишним лет как бы и подавно, ну, как будто бы не совсем рационально. Ну, по крайней мере, в моем понимании.
UX игр пошел немножко не тем путем. В целом я не вижу, что UX стал удобнее, он стал сложнее из-за вот этой логической раздробленности. То есть тебе просто показывают какую-то рандомную кнопку, которая отвечает вот за это, другая рандомная кнопка, которая отвечает за это. Нету логики. Часто я не улавливаю, а что, собственно, они закладывали в основу логическую такого расположения кнопок, что они хотели вывести в итоге. То есть цельной картины не получается. Подход готики был более чистым, да, логичным и гениальным в том, что тебе не нужно запоминать название кнопок даже. У тебя есть 4 направления, ты всегда знаешь про 4 направления. Например, ты взаимодействуешь с каким-то предметом. Что будет значить вперед, то есть вверх? Что будет значить назад? Что будет значить лево-вправо? Твой мозг сам тебе подскажет. Это чистая ассоциация, у этого нет названия. Тебе не нужно смотреть в легенду, чтобы понять, какая кнопка за что отвечает. Причем она еще в разных местах по-разному за что-то отвечает. В готике же всего этого не было. Просто ты нажимаешь взаимодействовать, а потом ассоциативно выбираешь вперед, назад, влево, вправо. Ну, вперед это что-то надо сделать, видимо, использовать. Назад это что-то отменить, выкинуть. Влево, вправо это какие-то варианты, да, то есть ты что-то переключаешь. Твой мозг уже все тебе сам подсказывает. Но там высокий порог вхождения, потому что она не общепринятая. Вот в чем дело. Это для того времени новое, да и сейчас я бы ее назвал новой, да, то есть она просто пока не стала общепринятой и, может быть, не станет. Но если бы она была такой, не было бы всех этих проблем, а как сделать то или как сделать это. Можете ли вы сказать, что та версия, над которой вы сейчас работаете, это в каком-то смысле улучшенная версия того, что было, и это лучшее состояние готики, чем в нее когда-то игроки играли? Очень много людей, которые смотрят современные медиа там, и которые читают форумы, они любят говорить, там, типа, вот взяли игру там, 20-летней давности, переложили ее на Switch, 60 FPS нет, рейтрейсинга нет, теней нет, а вот у меня вот модеры сделали все, чем вообще занимались? Вообще это все можно было сделать типа там за месяцок. Ну, это совершеннейшая неправда, да, потому что просто люди не представляют собой, что же такое по-настоящему портирование, да, игры современной. Во-первых, это старый код, то есть это код, он, да, C++, это здорово, он работает и до сих пор работает, но он был написан для 32-битной платформы Microsoft Visual Studio 6.0. Это не супер тайна, в общем, это вот такая вот реальность. И большинство старых игр написано для старой Visual Studio, потому что это был Windows проект. А если это был Windows проект, значит он использовал Windows технологии. Причем хардкоровые Windows технологии. И самая первая Windows технология, которую можно назвать, это, безусловно, технология DirectX. DirectX 6 или там 7, я уж, честно говоря, сейчас не припомню. Но это DirectX Fixed Pipeline, так называемый. То есть шейдеров еще не было в те времена. Зато был Fixed Pipeline, тоже веселый. Так вот, это значит, что переложить просто готику на Switch невозможно. Она просто не запустится, потому что Switch вообще ничего не знает про Fixed Pipeline. У него уже давно шейдерный пайплайн. Поэтому, как бы, привет. Тут нужно, да, отдать дань немецкой пунктуальности. Вот у них все лежало в репозитории, как и 20 лет назад. Ничего не было утеряно, ничего не было, ни один ассет не был потерян. Все было на месте. Поэтому, как бы, мы взяли код, которому было без малого сколько лет, и начали с ним работать. Это, по сути, реконструкция игры заново или перевод, скажем так, одной среды в другую? Скажем так, все, что нужно было омолодить с точки зрения кода, омоложено. Игра поднята до последних реалий C++. Все, что нужно было переписать графики, переписано, то есть как бы переписано на новый лад. Все, что касается всего остального, а это в первую очередь скрипты, геймплей, он, естественно, допилен до контроллера. Общее ощущение мира, смена дня, ночи, погода, поведение NPC, там все оставлено, как оно есть. Вообще, оказывается, та готика, которую мы любим, вышла не совсем той, какой задумывалась. Ребята из Elderils для своего порта изучили альфа-билд игры и нашли там парочку интересных решений, которые не дожили до релиза. Что еще классного было, на твой взгляд, в альфе из того, что не дошло в релизную игру, и ты вот это вдруг откопал и подумал: вау, классно.
Обидно, что они это не сделали. Мне очень понравился, значит, механика бросания предметов, потому что изначально она задумывалась для стелса. Она задумывалась, что ты бросаешь там зверям какую-то пищу, они на нее реагируют, отходят с прохода, ты проходишь. Но самое, конечно, меня поразило, когда ты убиваешь какого-то моба, берешь его тушку и несешь там гораздо более крупному мобу, чтобы отвлечь его этой тушкой. У нас сейчас есть механика бросания предметов, она вот сейчас вот с обновлением выйдет, но от этих киданий предметов ничего не меняется. Вот. Но в Альфе это была одна из таких крутых механик. Лучший порт — это тот, который что-то добавляет в игру, чтобы ты знал, что да, есть твоя любимая игра там на твоей любимой платформе, но вот на другой платформе там есть какие-то фичи, которых там в оригинальной твоей игре не было, и у тебя возникает интерес. Вот как бы это было, если бы я проходил там с какими-то новыми фичами. Но в данном случае у нас есть возможность реализовать то, что пирани хотели реализовать, но у них там не хватило времени, например. Там есть модификации, там знаменитый Z геймпад. Кстати говоря, а ты к ним обращался, изучал эти модификации? Конечно, да. То есть мы первым делом посмотрели их модификацию. Но я могу сказать, что они пошли как раз вот этим путем модернизации, именно такой, ближе к современному игроку. Но это нарушило бы в нашем случае, в нашей задаче, это нарушило бы преемственность с оригиналом в плане реализации механики действия плюс направления. А у них боевка иначе сделана, это уже нарушает вот эту логику цельную. Я, наоборот, склонен к тому, чтобы этой механики было больше в игре, чтобы игроки почувствовали, насколько она универсальная. Помимо странного по нынешним меркам управления, в Готике был специфический дизайн интерфейсов, не слишком комфортный. Его решили перепридумать заново. Например, тут появилась, возможно, кощунственная для хардкорщиков штука — удобное меню карт. Ну и помимо этого многое перерисовали под новый опыт использования, что сделало игру доступнее. Например, тут теперь осовремененное меню снаряжения с рубрикатором и легко понять, во что одет герой, плюс более-менее удобное колесо магии. Почему ты выбрала такой минималистичный стиль UI? Я, кстати, слышал отзывы, некоторые сказали, что чем-то он напоминает такие мемошные штуки. Хотя, с другой стороны, я как бы понимаю, что, в общем-то, в эстетику он вполне себе попадает. Чем-то мне напоминает даже интерфейс там второй части. Мы первым выбрали именно вторую часть, как бы приверженность серии и все такое, и Готик очень брутальная игра. И опять же, это хорошо видно на интерфейсе второй части. Он такой жесткий, он дает тебе ровно то, что тебе нужно, ни больше, ни меньше. Была идея добавить переключатель между интерфейсами, чтобы, возможно, кто-то захотел оставить более минималистичный, кто-то более фэнтезийный. Как строилось взаимодействие, как тебе ставят задачи и в каком виде ты их условно приносишь? Я делала различные поиски, экспериментировала с тем, как можно подавать информацию игроку, устраивает ли это заказчика. Ну и в целом делала исследования по проекту. Читала фанатские форумы, я, наверное, прочитала все, что есть. Смотрела видео, разборы, то есть геймплей, на что игрок жалуется, на что нет. Понятное дело, я включала это на скорости X2, но у меня там было довольно такое массивное исследование. Еще на фанатские патчи и на отзывы об этих фанатских патчах. Недостаточно что-то сделать от фаната, нужно еще посмотреть, как на это другие фанаты отреагировали. Им нравится, им не нравится. Тут еще какая штука, наверное, ты заметил. Да, два оружия можно выбрать. Раньше можно было только одно. Да, то есть у нас всегда стандартно это оружие дальнего боя и ближнего. Сейчас, если ты любишь махаться мечами, ты можешь себе выбрать 2 классных клинка любимых и носить с собой. Против этого ребята не были? Алды, которые хотели сохранить все-таки эту аутентичность, некоторую сложность. Маленькую дерзость себе, наверное, можно позволить. Тем более мы все такие вещички обсуждаем, проверяем, отрабатываем. Расскажи, как вам пришла идея сделать 2 оружия? Потому что это действительно удобнее, это то, чего не хватало, и расширяет тактические возможности. Просто неудобно, когда в инвентаре там подсвечены какие-то отдельные слоты, ты должен смотреть, что у тебя выбрано, что не выбрано. Как бы окно снаряжения напрашивалось, и в этом окне у нас получалось, что один слот у нас будет на ближний бой, другой на дальний. Получается, этот слот на дальний бой, он будет фигурировать еще и в хатбаре, и он будет все время мозолить глаза. То есть, если ты, допустим, не лучник, не арбалетчик, у тебя все время будет этот пустой слот, мне показалось это вообще как бы некрасивым.
И тогда вот и родилась мысль, а что, если они будут типа независимыми? Неважно, что ты держишь в этом слоте. Ну и мы в итоге это реализовали, и получилось действительно удобно. То есть я видел на стримах, как стример там подходит к голему каменному, он там достает меч, потом понимает, какая это была ошибка, и вспоминает, что у него еще есть молот. Он его откидывает, у него там чуть-чуть здоровья осталось, он быстренько выхватывает молот из второго слота, начинает отбиваться от голема и побеждает его. То есть вот это такая игровая ситуация, и мне кажется, она оправдывает это решение. А сколько примерно итераций прошли твои предложения? Где-то 6 или 8 было итераций. Это были глобальные переосмысления интерфейса. Не сказала бы, что они были суперудачные. Мне нравится, что мы решили по большей части ориентироваться на оригинал, потому что мне нравится эта жесткая брутальность оригинала. Но в своих итерациях мы пробовали разделять информацию, чтобы она удобнее подавалась, или, допустим, освобождать середину экрана. Некоторые окна его закрывают, когда паузы активной в игре нет. Почему ты решил не оставлять вертикальный интерфейс? Честно говоря, мне нравятся эти столбики в инвентаре, я очень хотела их оставить. И заказчик попросил, что хорошо, он хотел бы, чтобы инвентарь был как во второй готике, но вторая готика неудобна тем, что там все скопом лежит. То есть первая, оно хотя бы структурировано. Ну и мы совместили структурирование с первой и вот этот большой инвентарь с второй. Я очень боялась, что игрокам не понравится такое нововведение. Мне оно казалось диковатым. Честно говоря, я не играла в готику, когда было подходящее время. Были другие любимые игры. Возможно, я просто хуже ее понимаю. Но мне казалось, что вот это брутальное ограничение, это же прикольно. Ты идешь, и у тебя есть сумка. В сумке есть предметы, и ты не до всех можешь сразу добраться. И это такое как бы ограничение. Тебе приходится там следить за менеджментом предметов, какие-то убирать, какие-то оставлять и так далее. Мне нравится эта шероховатость. Работа со шрифтами — это было, конечно, нечто жуткое. А почему их как-то сложно было оттуда достать, чтобы переработать? Ну, как тебе сказать? Для начала у нас там 6, кажется, языков. Слава богу, мне не нужно было работать с иероглифами для китайского. Очень много символов в каждом языке. Ну, как минимум возьмем английский и русский. Это уже там штук 60, грубо говоря. И каждую букву нужно отрисовать. Нарисовать так, чтобы она сочеталась с остальными буквами, чтобы более-менее воспринимался текст. И это все достаточно объемная, сложная работа, особенно при условии, что у меня нет специфического образования для работы с шрифтами. Погоди, а ты все эти языки знаешь более-менее или как-то с ними знакома? Вот что мне интересно, раз ты перерабатывала шрифты. Нет? Грубо говоря, я смотрела, как это просто смотрится в рыбе. И я читала статьи на эту тему и нашла пару книг со всякими главными основными впечатлениями. Традиция написания для отображения символа очень важна. Она как бы определяет, как этот символ будет выглядеть. Самый простой пример. Буква «Н» английская и русская. Если ты просто возьмешь «Н» и отразишь, она не будет выглядеть как «И». А банально потому, что там должны быть разные толщины. Их как бы по-разному писали в свое время. Поэтому мы воспринимаем ее не так. Она выглядит как зловещая долина, как глупость. Вот что мне интересно. А сколько раз надо пройти игру, чтобы аккуратно перенести ее на другую платформу? В моем понимании, чтобы переработать пользовательский опыт и добавить какие-то новые фишки в такой древний проект, нужно сначала по кирпичку, в обратном порядке разобрать игру на части. Но так ли это на самом деле? А ты прошел всю игру с моушеном? Yes? А кого ты заставил это делать? Ну, чтобы вы все оттестировали. Ну, по большей части этим занималась Ирина. Вот, да, она уже, возможно, успела тебе нажаловаться на свою нелегкую жизнь. Нет, она сказала, что нужно пойти к тебе, и ты все расскажешь. Но вообще, чтобы в релиз такую фичу выпустить, нужно всю игру так пройти. По большому счету, да. Ну, по крайней мере, достаточно много времени уделить ее тестированию на всех этапах игры, потому что, понятное дело, что один и тот же сет мувов, он на разных этапах игры, в зависимости от прокачки героя, будет ощущаться совсем по-разному. Скажи, а ты ее придумал
Или освоил в том числе тоже? Ну, это происходило, в общем-то, одновременно. У нас было несколько прототипов того, как оно будет реализовано по итогу. И каждый раз, когда мы каждый из них реализовывали, мы проводили некое тестирование внутри нашей команды, вот, собирали фидбэки, ну и на основе этого внедряли изменения. Я из тех геймдизайнеров, которые придерживаются позиции, что, в общем-то, каждый разработчик в меру своих сил и возможностей должен быть геймдизайнером. То есть моя работа на проекте в этом плане больше сводилась именно к кооперации людей как бы между собой. Ну и банально к тому, что у меня, пожалуй, как бы опыта наигранности в готике, ну как у всех остальных ребят у нас в команде вместе взятых. За последние полгода я, наверное, как бы только в первый провел часов 200. Я не считала, это точно больше 100 раз. Может быть, даже еще больше. То есть, когда я тестирую, я не играю в игру, и это немножко не то. То есть, у меня, наоборот, задача проверить что-то, наиграть, отработать. То есть, у меня уже есть какие-то домыслы, где могло бы сломаться, и то есть, я по этим местечкам прохожу. То есть, я чувствую себя детективом, который пытается найти виновника какой-то поломки. Тестирую готику, мы с ней сблизились. И мы начали шутить шутками из готики. Кстати, во второй... да, я услышала. Во второй есть забавная штука, когда ты выпиваешь зелье, снимающее проклятие, и там надпись «Вы чувствуете освобождение». Каждый раз, когда я хожу в отпуск, я присылаю эту картинку. Честно, в готику я переигрывала только один раз, потому что я довольно много пересмотрела всяких, собственно, стримов, где кто-то играет, поэтому я там в основном ориентировалась на интерфейс, а сама я играла, чтобы понять опыт игрока внутри игры. Мне кажется, что по стримам это сложно оценить, или я ошибаюсь? Нет, это правда, ты все правильно говоришь, но у меня готика была не одним проектом, поэтому не хватило на несколько прохождений, но одного мне в целом хватило. Мне кажется, это достаточно, готика игра все-таки не самая маленькая, вот, и пока ты проходишь, ты сталкиваешься с трудностями и понимаешь нюансы управления. Погоди, то есть ты занимался портированием, Да. но не играл в Baldur's Gate? Вообще нет. А как это работает? Это То очень есть, типа просто. не нужно, да? Да, так я и в Эликс не играл на самом деле. У меня вот какая история. Я DOS 2 прошел, по-моему, до первого акта, потом что-то дела, потом уже работать стал. И, собственно, у меня в Divinity на моем Steam профиле наиграно 780 часов. Это одна из самых моих, типа, играемых игр. Я ничего о ней не знаю. Мне говорят так, условно, есть локация, на ней есть проблема, нужно исправить. Я загружаю локацию и все. Обычно, что касается квестов, там просто ты нажимаешь комбинацию, условно, клавиш 1, 3, 4, начинается кат-сцена, нужная кат-сцена, и вот эта кат-сцена, допустим, в ней графические артефакты. Я сразу делаю капчу, начинаю смотреть, и все. Я не представляю, что было. То есть тебе, по сути, список конкретно таких задач с моментами, где их искать, и ты их уже правишь. А тебе самому эти игры не очень интересны, или... Baldur's Gate или вообще все? Ну, в принципе, Эликс, Baldur's Gate, ну, то, что ты портируешь. Я уже, по-моему, все локации в Baldur's Gate видел, по-моему, я не знаю, я видел миллион всего, и как-то, уже надоедает просто. Потому что ты с этой игрой 24/7, и ты приходишь такой домой вечерком, такой, еще бы 10 часов посмотреть на одно и то же. Ну, хорошо, давай, покажи класс. Ты же знаешь эту механику, как свои 5 пальцев. Ну, ты показал ему, да. Очень тему. Не, это было впечатляюще. Ладно, не мучайся. Кто-то 100 пудов так и пройдет. На ковриках проходят всяких танцев. И еще и спасибо скажет, да? Да, это на самом деле повод для челленджа. Твоя кровь! Больше не делай этого! В чем заключается уникальность дизайна готики, на твой взгляд? Мы действительно много думали над этим, когда начали работать над ремейком. В игре складывается определенная атмосфера благодаря тому, как спроектирован мир и персонажи. И основная особенность игры заключается в том, что она не манипулирует тобой ради удержания, но ставит на первое место агентивность игрока. Поэтому решения игрока имеют значение, и ему нужно взаимодействовать с миром, чтобы разобраться в происходящем.
Это же касается симуляции мира, в котором у каждого NPC есть свой распорядок дня и свои занятия, которые наполняют этот мир жизнью. Я думаю, это одна из основных причин, почему эти игры были так популярны и уникальны. Но откуда взялась вот эта агентивность готики и абсолютно нестандартный подход даже к каким-то мелочам, из-за которых игра управляется и ощущается иначе, нежели другие игры? Вот сейчас можно услышать фразу довольно часто, мол, игры на Unreal ощущаются одинаковыми. Или вот этим вот ребятам пора бы поменять движок, иначе их будущие проекты остановятся в развитии. И у героев этого выпуска любопытная точка зрения на этот счет. Почему в такие времена технических ограничений могли сделать настолько проработанную на разных уровнях игру, где работало большое количество всевозможных систем, опять же, как вы правильно сказали, замкнутый мир, но который ощущался при этом живым? Почему подобное перестали делать после? Как будто и примеров нет. Я сам удивляюсь. То есть это одна из тем, о которых мы часто говорим с господином Рейнхардом. Как так, что вот готика это смогла? То есть я знаю, как устроена готика. Я знаю, что там, например, 50% игры — это скрипты, да? То есть это тоже не секрет. 50% игры — это скрипты на очень продвинутом языке, который, кстати, прям вот жемчужина готики, без сомнений. Местный скриптовый язык, Daedalus он называется. Полагаю, что у коллег из Piranha Bytes тогда было настоящее озарение. То есть это было вот, ну, возможно, это свыше, да? Как тонко игрока подводили к некоторым вещам, там, когда он искал этот арбалет. Классический пример из вашего же, по-моему, да, ролика. Ну, вот этот вот знаменитый с хромонином. Даже когда я играл, я чувствовал, что я полностью вовлечен в это все. И полагаю, что ребят тогда очень просто, хорошо и сильно продумывали это. И еще, скорее всего, я думаю, в те времена люди не боялись говорить, что надо сделать так. Типа, я хочу, что когда я бегу, а за мной висит стадо волков, то все овцы разбегались, а NPC с топорами бросались на волков, а волки начинали убегать, забегали в дома и грызли местное население. И никто тогда не говорил: о, это слишком сложно, там, тут нужно построить нейросеть. Все просто сидели и делали, и иногда и довольно-таки кондовыми методами, там, грубо говоря, если волк видит хатку, то забежать в хатку. Ну, вот так. Конечно, готику можно проломить, и никакого там суперхваленого AI внутри нет, но то, как сделан AI, все равно получается на голову выше, чем в современных-то реалиях. Я прям считаю, что очень полезно будет молодому поколению увидеть, например, того, как работает старая готика, как могут делать игры. Когда я смотрю код готики, я не вижу ничего сложного в нем. Уже впоследствии в коде Piranha Bytes появилось там усложнение, они стали профессиональнее, и как бы вот эта простота немножко ушла. Мне кажется, это вот такой уникальный момент, когда рождается там новая рок-группа, у нее выходит первый альбом, она такая свежими силами, она все пробует, ей все интересно, и в этот момент буквально простыми инструментами она создает шедевр. Вот здесь то же самое. Ребята с амбициями не стали ставить себе блоки, ограничения, они просто делали все, что хотели. Да, потом эти ограничения издатель поставил, и нужно было что-то вырезать, но сам заряд вот этой вот молодой рок-группы, он в Пираньях чувствуется. Даже вот если мы посмотрим их там ранние фотографии, это просто, не знаю, металлика. От них идет такой драйв. Особенность их движка в том, что весь террейн, он рендерится пополигонально. Это не очень хорошо с точки зрения оптимизации, но с точки зрения логики мира, да, как они его закладывали, эту логику, это делает ощущение от мира, что он действительно такой составной, он как конструктор сделан. Мы это можем наблюдать там по текстурам, мы можем наблюдать это по тому, как встроены части мира. Достаточно изящно сделаны леса, да, которые на самом деле являются закрытыми помещениями. То есть это буквально комнаты, куда ты заходишь. То есть у них нету ничего посредственного. У них все что-то такое свое, уникальное, особенное. Они оставили такую смелость в каждом своем решении. Эликс писало примерно 5 человек. Что касается рендера, по-моему, то ли 5, то ли 3. И все парни были ультра толковые. Это просто по их коду видно. То есть ты видишь код, ты видишь, как он написан, ты понимаешь, чтобы тебе спортировать этот проект, ты можешь вообще определенные файлы никогда не трогать. Это удивительно. То есть они настолько
преисполнились в своем познании написания кода, что они сделали плюс-минус там идеальный рендеринг, если быть честным. Ты кайфуешь, то есть от самих задач, от самого кода, от того, как он сделан. То есть я большую часть Эликса провел в 20 файлах или около того. Я типа знал их наизусть и так далее. И вот в принципе, как сам рендеринг устроен, то есть ты понимаешь, что это вообще офигенно. Как вы уже поняли, Piranha Bytes в свое время пытались все сделать с нуля, без чего мы, возможно, не получили бы эти уникальные игры. Но есть и обратная сторона. Некоторые проекты нулевых из-за подобного подхода оказались запертыми на конкретных платформах, из-за чего игровой опыт консольных и ПК игроков кардинально различался, вплоть до того, что они банально не могли познакомиться с классикой с другой платформы. И даже спустя годы эту ситуацию не так уж просто исправить, а некоторые проекты вообще могут так никогда и не воскреснуть. Нужно ли такую игру, хоть и на Switch, но все же оптимизировать? Готика очень оптимизированная игра. Она адски не оптимизированная игра. Мы очень долго думали над этим. То есть Готика 1 на Switch'е в первый день, когда мы ее запустили в мир, там было 9 кадров в секунду. То есть 9 кадров, потому что почти все время выедал центральный процессор. Если мы будем сравнивать вот историю роста процессоров, на их мощностей на ПК, то мы увидим, что сначала у нас была одноядерная конфигурация, которые очень быстро поднимали частоту. То есть мы там вспомним вот эти Pentium, да. И если мы посмотрим, в какое время вышла Готика, то это был расцвет одноядерных систем. У них должна была быть большая частота, они работали довольно быстро. Но игра была совершенно не многопоточная. То есть как бы ни о каких там многопоточных вещах в ней не говорилось вообще, от слова совсем. А вообще Готика построена на движке Quake. Ну, а-ля Quake. Игра берет, она обкусывает треугольники. Вообще весь мир строится из треугольников в компьютерной графике. Она обкусывает треугольники, которые не попадают в экран, а проходится она по гигантскому дереву, да, довольно быстро. И у центрального процессора хватает мощности, чтобы быстро обойти все эти треугольники, которые она бросает в видеокарту. В современной видеокарте этот подход неприменим. Мы не можем каждый кадр бросать огромное количество геометрии в видеокарту. Это просто как-то уже устарело все это. Да и современные видеокарты оптимизированы под другое. Они оптимизированы, что геометрия лежит на них. Мы были в шоке. То есть игра все свое время занималась обходом деревьев, отстриганием треугольников, работой с AI и все такое. И, естественно, на этой же трейдине, на этом же процессе она загружала свои ресурсы. Поэтому сразу была понятна программа переписывать и параллелить как можно больше вещей. То есть, первым, понятное дело, параллелизму подвергся вещи, которые, очевидно, подвергаются параллелизации, это загрузка ресурсов и звук. Ну, а потом уж дальше до сих пор мы работаем над тем, чтобы сделать подход к рендерингу в Готике по-настоящему другим. Так скажем, ты получаешь свою дозу какую-то вот этого удовлетворения, когда ты в любом случае эти проблемы решаешь. И за компанию ты с этим там еще находишь кучу вот этих багов, говоришь, ё-моё, как же это люди вообще умудрились написать в свое время постоянно. Какие-нибудь там офсеты в памяти через ручные калькуляции каких-то магических чисел, что-то складывается и куда-то пытается залезть, и ты понимаешь, что это вообще не будет работать больше никогда в настоящее время на ЦПУ, такого нереально. Поэтому в этом во всем свой кайф есть. Вы отремастерили саундтрек оригинальной Готики? Этим занимался сам Кай Розенкранц? Кай Розенкранц создал оригинальный саундтрек. Он консультировал разработчиков Gothic Classic, так как технически музыка и саундтрек сделаны очень странным образом. Это отличается от других игр, которые работают с MP3 или WAV-файлами, которые воспроизводятся на фоне, а затем динамически смешиваются с другими файлами. Здесь нет такой синхронизации. Есть мелодия и партитура, а затем музыка воспроизводится на лету виртуальными инструментами. И в самой оригинальной версии Готики на ПК используется устаревшая библиотека DirectX под названием DirectX Music. Эта технология ушла в прошлое, поэтому нам пришлось воссоздать аналогичную логику воспроизведения.
управления. И Кай сыграл в этом огромную роль. Контролировал, чтобы все звучало правильно. У нас до сих пор есть некоторые проблемы с технологией, например, иногда происходят резкие переходы. И да, кроме того, Кай Розенкранц — член команды Alchemia Interactive, которая работает над ремейком. Так что во всех трейлерах и прочих материалах, которые мы выпускаем, он главная движущая сила и настоящий маэстро звука, который всем этим занимается. Структура музыкального файла, да, она известна. То есть мы можем ее четко понять, как устроен музыкальный файл. Потом инструменты, из которых формируется сама музыка готики. Мы можем выделить инструменты, мы можем их переделать в формат, который удобен нам для свитча. Мы это сделали. Ну и потом нам нужно сделать синтезатор. Маленький программный синтезатор. Раньше он был очень популярен. Та музыка, которая играет в готике на свитче, совершенно, абсолютно не та музыка, которая играет на Windows. Хотя она и похожа, очень похожа, потому что мы старались сделать ее как можно похоже. Но все равно там есть куда улучшить. Как для игрока, для меня это довольно обидная тема. Если вы, например, смотрели мое видео про звук в играх серии War, то помните, что я рассказывал об использовании той самой технологии EX, которую упоминал Платон в самом начале ролика. Там с ее помощью можно было ориентироваться на уровне без карты и каких-либо локаторов. Но, к сожалению, культура разработки сейчас устроена так, что вместо сохранения и развития действительно крутых технологий, которые дарят уникальный игровой опыт, индустрия стремится оптимизировать и удешевить процессы с помощью унифицированных движков с готовыми решениями. Наверное, это здорово, но в итоге получается средний инструментарий, из-за которого, по моему мнению, все реже испытываешь какой-то вау-эффект от игр. И на этом фоне древние проекты ощущаются свежо. Из-за того, что технологии становятся унифицированными, начинает превалировать другая парадигма. Тебе не нужно все делать самому, тебе достаточно пользоваться наработками, доступными для всех, и ты оказываешься в ситуации, что ты пытаешься строить что-то уникальное из общедоступного конструктора. Да, конструктор может тебе позволить сделать какие-то уникальные вещи, но эта уникальность ограничена не только самим конструктором, но и перечнем того, что из него можно сделать. Мы попали в некий ограниченный такой короб, где мы достаточно быстро все исследовали. Все тот же аквариум, который тебя поместили, а за него выйти ты не можешь. И вот когда я, например, запускаю готику, у меня прежде всего потрясающее ощущение от того, что я не в этом аквариуме. Я где-то снаружи. Творчество, в принципе, начинается с технического решения. У Пираний было именно так. И я думаю, это и есть секрет успеха, что ты последователен не с какого-то этапа, да, вот сейчас я просто возьму, что есть, а вот теперь я буду делать что-то индивидуальное. А когда ты индивидуален вообще с самого начала, как раз тот потерянный путь, который геймдеву нужен сейчас. Это очень интересная история. Мы как-то одно время в промежутке работали с одним человеком, известным в узких GPU-кругах, Вольфганг Энгел. Да, GPU Games он книги писал, которые занимались, как раз учили людей, как графику современную писать. И мы для делали... многих GPU-программистов он прям бог. Ну, наверное, так даже. Вот, и он занимался разработкой собственного решения графического, называлось оно The Forge. Как-то мы с ним поработали, расстались, и мы там, написали. Мы под Mac много туда очень впихивали. И под Switch даже. И под Switch что-то впихивали. Да. Расстались мы с Вольфгангом с каким-то условием, что у нас было все сложно со временем, его это не устраивало. И сделали они после этого на нем игру, вот этот hack and slash... Hades, точно, спасибо. А вот потом они сделали рендер для No Man's Sky на нем. И потом они сделали рендер для Starfield на нем же. Поэтому история в том, что да, в Starfield и No Man's Sky есть графический кусок The Forge, который на самом деле один и тот же рендер. И где-то там еще остались кусочки нашего. Прикольно, что Bethesda-то, очевидно, Mac-версию не сделала. А вот No Man's Sky я потрошил, и что я там нашел внутри?
Мой класс, который я писал. Да. Вот это создание окошков. Да. Забавно, что при этом Starfield обвиняет в том, что у No Man's Sky получилось неплохо. Да. То есть у них на самом деле больше родства, чем ну там с допущением, что No Man's Sky вроде под iOS был вот этот или под Mac'ом, но потом вроде, как понимаю, они его впитали там у себя больше, но это, к сожалению, я точно уже не могу сказать. Но родство у них определенное есть, короче. Да, прикольно. Вот такая история.